Это видео посвящается всем любителям такого автомобиля, как Hyundai Porter 2. Ну, может быть, чуть-чуть Hyundai Porter 1. Сейчас мы все расскажем. Все знают о бешеной популярности такого автомобиля, как Hyundai Porter. Сначала была модификация Hyundai Porter 6, бестселлер, продавался, всеми любился. Просто вот такая тачка. Машины там 10-12-летние, но они все равно ездят и ездят и ездят, им сноса нету. Они дешевые в обслуживании и в эксплуатации. Ему на смену пришла модификация Hyundai Porter 2. Тоже классная машина, много их покупали, много их продавали. Она нравилась многим из-за того, что она достаточно компактная и у нее небольшие габариты, и на ней удобно ездить в пределах Москвы. Но когда пришла топливная Евро 5, все начали плакать. Потому что достаточно одной плохой заправки и все. Ваша топливная от бака до форсунок вылетает в трубу, и вы встреваете по разным подсчетам там, от 60 до 250 тысяч рублей. У нас есть что вам предложить. И мы сейчас вам об этом расскажем. Мы расскажем о модификации Ford Transit 350 M Medium. Средняя колесная база, на базе которой мы собираем классные рефрижераторы, на которые вам стоит обратить внимание. Итак, базовое шасси, которое мы берем, чтобы собрать такой автомобиль. Ford Transit 350M Medium, средняя колесная база. Эта база позволяет установить сюда любой фургон длиной от 3,2 метра до 3,5 метров. 3,5 больше нежелательно, потому что уже будет очень большой свес, возможны проблемы с постановкой на учет. Ну и в принципе больше-то и не надо. Классическая компоновка. Задний привод, задние двускатные хорошие такие вот колеса. Вы все помните вот эту проблему у Портера 2 найти задние вот такие вот эти вот маленькие колесики. Были определенные сложности, пока ее не привезли, но даже и сейчас, когда там наступает сезон, есть определенные сложности, чтобы эту резину достать. Соответственно, у нас одинаковые передние и одинаковые размерности задние колеса двухскатные. На задней оси у нас установлена вот такая двухлистовая рессора, которая по заверениям завода-изготовителя позволяет придать грузоподъемность нашему шасси 1700 килограмм. После установки сюда изотермического кузова разной толщины и разного веса вы должны понимать, что грузоподъемность этого автомобиля снижается. Но если мы вам поставим на заднюю подвеску вместо вот этого отбойничка пневмобаллоны с устройством управления из салона, то вы получите грузоподъемность этого автомобиля с любым фургоном около 2,5-3 тонн. Реальную. По документам у этого автомобиля полная масса 3,5 тонны Б категория. У этого автомобиля грузоподъемность до тонны. Соответственно, вы можете кататься в пределах третьего транспортного кольца, за исключением новых ограничений по полной массе 2500. Топливный бак, который располагается с левой стороны рамы, вмещает 80 литров дизельного топлива. За доплату с завода можно заказать 100-литровый бак. Доплата совершенно небольшая, но с учетом того, что это чисто городской, наверное, автомобиль, 80 литров на день вам, мне кажется, хватит за глаза. Горловина у нас находится здесь. Место своей дислокации не меняет. Есть специальный флажок, который не позволяет открыть, когда ваш автомобиль закрыт. Тем самым топливо вас не сольет. В салоне все то же самое. Вы уже видели наши обзоры. Про салон рассказывать не будем. Возможны модификации как простые, так и навороченные кондиционерами, обогревами лобового стекла, обогревами сидений. Даже с завода можно заказать круиз-контроль, туманки. Ну и так эта машина достаточно хорошо нафарширована, что не надо. Зеркала. Зеркала вот эти называются на длинном кронштейне.
В условиях эксплуатации города Москвы они, конечно же, великоваты. Но при этом они вам позволяют хорошо видеть заднюю часть вашего автомобиля, задний контур, потому что нередко водители врезаются. Под капотом у нас устанавливается единственная модификация. Двигатель дизельный, турбированный, объемом 2,2 литра, мощностью 125 лошадиных сил. Работает он в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Я лично достаточно часто ездил на таких автомобилях и могу сказать, что комбинация очень удачная и очень хорошо себя чувствует и работает на скоростях до 110 километров. Вообще идея создания автомобилей с заниженной высотой витала у нас давно. И у нас появилась прекрасная возможность эту идею реализовать при исполнении контракта на группу компании «Шоколадница». Мы им собрали 4 автомобиля с заниженной высотой и укороченной длиной фургона. Соответственно, после обмера мы поняли, что габариты автомобиля как раз таки приближены к размерам автомобиля Hyundai Porter, потому что для многих Hyundai Porter 2 это вот как раз та идеальная модификация автомобиля для города, которая позволяет вот маневрировать, въезжать в какие-то места с ограниченной высотой и тем самым развозить продукцию. Соответственно, все то же самое реализовали мы на базе Форда. Наш автомобиль, помимо его компактных габаритных размеров, собирался с учетом перевозки продуктов питания при температурном режиме от плюс 5 до минус 10 градусов, если эксплуатировать в черте города Москвы. Если вы выйдете на трассовый режим, то этот холодильный агрегат и наш изотермический фургон с толстыми стенками позволит вам догнать холодильный агрегат и до температуры минус 18 градусов. Но мы всегда стараемся быть аккуратными. Итак, чтобы нам получить полнокомплектный автомобиль, мы взяли сюда за основу изотермический фургон с толщиной стенок 80 мм завода Центр Транстехмаш, город Рязань. В качестве базовой обшивки используется блокированная сталь. Обрамление фургона выполнено из оцинкованного окрашенного уголка. Фурнитура наших дверей вся выполнена из оцинкованной стали, в том числе и фиксаторы дверей в открытом положении моноточкового типа. Как видите, на разрезе наших дверей Рязань ставит 5-лепестковый уплотнитель. Толщина стен 80 мм. Обшивка фургона внутри повсеместно используется в виде блокированной стали белого цвета. Настил пола сетчатая фанера. Еще раз напомню, что все это базовое исполнение может быть по вашему желанию заменено на что-то более серьезное. Пластик, нержавейка, здесь пол рифленый алюминий и либо заливной с абразивом. Габариты нашего фургона: длина 3,20, ширина 2,20, высота 1,80 м. В пересчете это дает нам 12,6 кубов по наружным габаритам. Внутренние размеры нашего фургона при высокой изотермичности: длина 3,01, ширина 2,08, высота 1,58 м. Это чистые размеры. В пересчете это 9,9 куба. То есть порядка 3,5 кубов у нас теряется за счет толщин стенок. Имейте это в виду. При таких внутренних размерах по полу у нас помещается 5 европалет. А если вы хотите, чтобы у вас было здесь вместимость 6 европалет, то мы не будем вам укорачивать длину и оставим стандартную длину фургона 3,5 метра. Тогда 6 европалет по полу вы здесь разместите. Холодильное оборудование, которое мы установили на наш автомобиль, американского бренда Thermo King, модель C250E Max. Она работает как на охлаждение, так и на обогрев. Рассчитана она на 12 кубов, выдавать температуру минус 18 градусов. Но с учетом эксплуатации этого автомобиля в черте города Москвы, я и поэтому вам аккуратно говорю, что температурный режим, который этот холодильник в городе вытянет, плюс 5, минус 10. На трассе во время установившегося движения вы спокойно догоните температуру до минус 18 градусов, если на улице будет не выше 27-28 градусов. Тогда да. Ну и при этом да,
должен быть еще хороший, качественный, толстостенный кузов. Не забывайте. Приступаем к самому главному блоку нашего видеообзора. Мы будем сейчас на примере одного из наших автомобилей с пробегом, который мы тоже помогаем продать нашим клиентам, либо у них выкупаем. Сейчас будем проводить обмеры. Итак, в этом мне поможет самый лучший специалист отдела продаж Александр. Александр, прошу. Сейчас мы с вами померим габаритную длину автомобиля Hyundai Porter 2. Зацепил? 5,46 по рамке. Переносим, значит, нашу рулеточку на Ford и получаем 5,7. То есть 24 сантиметра. Ну, это только за счет того, что наша кабина имеет немножко другую компоновку и форму. По ширине. Стандартная ширина фургонов у автомобиля Hyundai Porter, который вмещает сюда 4 европалета, в нашем случае 5 европалет за счет того, что фургон подлиннее и стандартная кабина. Стандартная ширина нашего фургона 175 сантиметров для 4 европалет. Вот этот компонент, в котором Ford проигрывает, потому что ширина нашего фургона 2,2 метра. Именно эта ширина позволяет нам вместить не 4 европалета, а 6 европалет в этот фургон. Это в 1,5 раза больше, если мерить по палетам. Если вы хотите уменьшить ширину, то мы вам можем фургон выполнить вровень с кабиной, чтобы он не выступал. Тем самым мы сэкономим порядка 11 сантиметров, то есть делаем габарит 2 метра, и у вас фургон вровень с вашей кабиной. Ну, соответственно, тогда машина автоматом падает опять в те же там 4 европалета и точно такой же фургон. И зеркала. На средней базной версии они реже встречаются с коротким кронштейном, чаще встречаются вот с таким длинным кронштейном. Имейте это в виду, потому что мы мерим по ширине фургона, а крайние точки у нас будут с вами зеркала. Ну, короче, если, конечно, приспичит, их можно вот так сложить и проехать, но каждый раз не наездишься, каждый раз не наскладываешься. Эту сторону сложили, а зато тянуться надо. Это определенное удобство. Теперь мы будем с вами мерить самый важный параметр. Это габаритную высоту наших автомобилей. Габаритная высота Hyundai Porter 2,63. Габаритная высота Форда 2,73. Есть один нюанс, который виден сверху. У нас новый автомобиль, рессоры еще в прекрасном состоянии, они не протекшие, поэтому по заднему краю высота 2,73 фургона. А по переднему краю 2,65, то есть перепад 7 сантиметров. То есть, если вы загрузите ваш автомобиль тонну 200, как предполагает грузоподъемность этого автомобиля, то он, в принципе, задняя часть у него просядет. И вы получите автомобиль в нужном вам, грубо говоря, габаритной высоте, как у Портера. Но чтобы не рисковать, у нас с вами есть еще запас. Передняя стенка, на которой располагается конденсерная часть холодильника, в случае установки холодильного агрегата Thermo-King, потому что он плоский, узенький, имеет запас где-то до расстояния крыши примерно еще сантиметров 15. То есть мы с вами, в принципе, еще можем уменьшить габаритную высоту нашего фургона с 1,80 м на 1,70 м, тем самым оставив место под холодильник и уменьшив габаритную высоту. То есть габаритного размера, как у Hyundai Porter, добиться можно на этом шасси с учетом установки холодильного оборудования. Ну, желательно там термокинговского.
Но при этом при высоте фургона 1,70 м внутри у вас будет 148. Это меньше 1,5 метра. Вот это единственный нюанс, вот это единственный недостаток, который есть в этом автомобиле, что вашим грузчикам, вашим водителям придется там внутри нагибаться. Чтобы вы понимали разницу в погрузочной высоте, этот момент тоже многих волнует. На этом автомобиле это 104 сантиметра. А у Портера, так как изначально сама по себе база и шасси ниже, и другая конструкция фургона, у него 80. 104 и 80. Вот эти нюансы мы в этом видео стараемся вам передать. Отдельный такой показатель, как высота. Погрузочная высота уровня пола. Большинство компаний просит, чтобы эта высота была 110-115. У нас уже 105. Мы можем увеличить там, на 20-30 мм высоту подрамника фургона. И установив сюда еще комплект задней пневмоподвески, который будет ваш автомобиль приподнимать примерно на 3-5 сантиметров, мы с вами здесь высоту 110 сантиметров получить можем. Имейте это в виду. Друзья, время подводить итоги. Итак, чтобы получился у нас полнокомплектный рефрижератор по габаритам, подходящий на автомобиль Hyundai Porter 2, мы взяли базовое шасси Ford Transit 350M со средней колесной базой. Грузоподъемность шасси тонна 700, после установки кузова остается примерно тонну 100, тонну 200. Ставим пневмоподвеску и вы возите 2,5-3 тонны, она это все дело компенсирует. Задняя двухскатная шиновка, дизельный мотор. На базовое шасси 2 года гарантия без ограничений по пробегу. Межсервисный интервал Ford просит 20. Мы всем говорим, что надо ездить и масло менять раз в 10 тысяч километров. На это базовое шасси мы установили изотермический фургон с заниженной высотой и с укороченной длиной. По полу получается 5 евро по лет вместимость, но мы можем сделать чуть-чуть подлиннее, будет 6 евро по лет вместимость. С нашими стандартными размерами 3,20, 2,20 на 1,80 м мы получаем высоту от земли 2,73, мы получаем 13,5 кубов по внешним габаритам, внутренний объем чуть меньше 10 кубов. Изотермичность у нас высокая, для температурного режима минус 18 градусов. Чтобы этот режим поддерживался в условиях движения по трассе, мы установили американский холодильник марки Thermo King, модель C250E Max. Она работает как на охлаждение, так и на обогрев. Гарантия на кузов год, гарантия на холодильник год, гарантия на шасси 2 года. Дополнительно по желанию нашего клиента мы установили задние парктроники и не показали вам, но сигнализацию Starline с обратной связью. Все это хозяйство с учетом августа 2018 года действующих цен обходится примерно в бюджет 2 миллиона 200 тысяч рублей. При этом Porter наш хваленный с такой капризной топливной, как у него. Форда, кстати, она топливка отличная и нормально перерабатывает нашу солярку. В настоящее время, если заказывать его по безналу, очень тяжело это сделать, но можно сделать, обойдется вам в бюджет 2 миллиона 100, 2 миллиона 150 тысяч рублей. Вопрос: нахера козе баян? 6-палетная, с гарантией, с некапризной топливки против 4 или 5-палетного с капризной топливкой и без гарантии. Вы все еще хотите купить Porter? Тогда идите к нам. Мы вам либо Porter найдем, либо Ford предложим. До новых встреч. Если что-то непонятно, если есть какие-то комментарии, пишите нам под этим видео. Мы будем отвечать, мы будем работать и учитывать все ваши пожелания. До новых встреч. С вами был Кирилл Сухин. Пока.